Приветствие от Сергея и Тани Рахубы. This is my first time in Zaporozhye, and it's been wonderful to meet the people and Sergey's family. Это первый раз для меня быть в Запорожье, и это было прекрасно, и особенно возможность познакомиться с родственником Сергея. Well, 33 years ago, a friend's father asked me a question. 33 лет тому назад отец одного из моих друзей задал мне вопрос. He asked me if I was sure I was going to go to heaven. Он попросил меня: ты уверен, что попадаешь в раю? And then he said, if I were to die tonight and stand before God, Если ты будешь умереть сегодня и стать перед Богом, and God were to ask me why I should be allowed to enter heaven, what would I say? и если Бог задал бы тебе вопрос, почему я должен тебя запустить в раю, как бы я ему ответил? I had no idea how to answer that question. Я вообще не имел представления, как отвечать на этот вопрос. I was raised in a loving Roman Catholic family. Я был воспитан в хорошем, любящем римокатолической семье. We went to church all the time. Мы постоянно ходили на собрания. But nobody had a relationship with Jesus Christ. Но никто не имел отношения с Иисусом Христом. And I was really I was a good person. I was in the teen club. I was active in all the Каким-то образом я activities. был хорошим человеком, я был в группе подростков, я участвовал в всяких разных мероприятиях. But I wasn't sure enough if I wasn't sure I was good enough to go to heaven. Но я не был уверен в том, достаточно ли я хорошим, чтобы попасть в раю. And my friend explained to me the truth of Ephesians 2:8-9. И мой друг объяснил мне истину послания к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. That I was saved by grace through faith, not works. Что я спасен через веру, не через дело. And I immediately wanted to share my faith with other people after I accepted Christ as my Lord and Savior. И когда я принял Христа как своего личного Господа и Спасителя, я сразу хотел делиться своей новой верой с другими. Because I knew my parents, as much as I loved them and as good as they were, Потому что я знал, что мои родители, несмотря на то, сколько я их любил и насколько они были добрыми, they couldn't go to heaven. они не могли попасть в рай. So I had the privilege of seeing both of my parents come to know the Lord. И у меня была великая привилегия увидеть, что обои моих родителей стали верующими, они приняли Господа. And then I wanted to go and share my faith with other people in different countries. И тогда я хотел дальше идти и делиться свою веру с другими народами в разных странах. So I went to Ecuador in 1988. Так что в 1988 году я отправился в Эквадор. And this was the area where the 5 men were martyred in 1957. I'm not sure. И если вы знаете эту историю, это то же самое место, где эти 5 человек были убиты в 1957 году, миссионеров, которые приехали туда. But I was the administrator of a jungle hospital. В том месте сейчас есть больница христианская, и я был администратором той больницы в джунглях. We also had a missionary kids school. И у нас была школа для детей миссионеров и также и гостиница. And I was the administrator there for 13 years. И я был там администратором 13 лет. In 1997, В 1997 году there was a plane crash and 3 of my very close friends were killed. разбился самолет, и 3 из моих самых близких друзей погибли. 2 of the men that were killed were nationals. 2 из этих были местные жители. One was a preaching elder, and the other was a deacon in the church. Один был проповедником, а другой диакон в церкви. But when those 2 men were killed in the plane crash, Но когда эти 2 умерли в катастрофе, there were no leaders, no national leaders to fill their places. не было других лидеров в церкви, местных лидеров, которые могли занимать их места. And the missionaries had been there for 50 years. В то время уже 50 лет там служили разные миссионеры. But I think we failed the church because we failed to train national leaders. Но, по-моему, мы не исполняли ту задачу, которую Бог нам дал, потому что мы не тренировали местных лидеров, мы не приготовили местных лидеров. So I went back to school on a home ministry assignment. И поэтому я вернулся в Америку и начал учиться дальше. Completed a Master of Divinity at Moody Bible Institute. И закончил свой магистр по богословию в Moody институте в Чикаго.
and now am involved in training national leaders. И теперь мое служение — это помочь приготовить, тренировать местных лидеров. And that's what I've done for the last 10 years. И это чем я занимался последние 10 лет. But that was in Latin America, and now I'm Это in было в Латинской Ukraine. Америке, а теперь я здесь, в Украине. So, effective March 1st, И с 1 марта George is my boss. Джордж мой начальник, I report to George, я отчитываюсь перед ним. and I'm learning a new program, a new leadership development program, И я изучаю от него новую программу обучения лидерству. and hopefully I'll be speaking Russian soon. И надеюсь, что скоро уже буду говорить и по-русски, может быть, по-украински. But so the next time I come and see you, hopefully I'll be able to speak better. Так что в следующий раз, I won't когда need мы George. увидимся, может быть, нам лучше будет возможность общаться и без Джорджа даже. But thank you so much for the opportunity to share Спасибо with you большое, что я могу делиться с вами. and just experience your hospitality and your Пережить warmth. ваша теплота и гостеприимство. Спасибо.